Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю один из моих самых любимых сладких десертов из детства. Это конфеты «Птичье молоко». Они получаются такие нежные, воздушные, буквально тают во рту. Рецепт очень простой, готовится все быстро. И есть только один недостаток – эти конфеты съедаются моментально. Поэтому готовьтесь, что будете готовить их еще не один раз по просьбе ваших родных. Всего из этого количества ингредиентов получается 36 штук вот таких замечательных конфет «Птичье молоко». Для рецепта мне понадобится еще до начала приготовления надо подготовить форму. У меня вот такая железная рамка, размер 22 на 24 сантиметра. Выстелила ее внутри ацетатной пленкой и установила на пергаментную бумагу, которую я положила на доску. Должна быть ровная поверхность. Конечно, вы можете использовать и другие формы, другие размеры. Тогда просто птичье молоко будет выше или ниже. Процесс приготовления очень простой и быстрый. Действуем поэтапно. Сначала взбиваем сливочное масло вместе со сгущенкой. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Сначала взбиваю сливочное масло в пышную светлую массу. Когда масло посветлело и стало вот таким пышным, добавляю сгущенку. Обязательно используйте хорошее сливочное масло, тогда конфеты получатся вкусные. Процент жирности 82,5. Сгущенка также должна быть комнатной температуры, не холодной. Если масло и сгущенка разной температуры, могут пойти крупинки. Масса может расслоиться. И добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Первый этап завершен. Получился вот такой масляный крем. Отставляем его сейчас в сторону. Венчики миксера хорошо моем. Для второго этапа приготовления делаем сахарный сироп с агар-агаром. Всыпаю в сотейник с толстым дном и высокими бортиками сахар. Добавляю воду и всыпаю агар-агар. Перемешиваю. Классический рецепт птичьего молока готовится именно на агар-агаре. Конечно, можно приготовить птичье молоко и на желатине, но это уже будет другой рецепт птичьего молока. Перемешиваю и пока отставляю в сторону. В чистую сухую миску вливаю белки от 2 крупных яиц. Это здесь у меня 80 граммов. Добавляю щепотку соли. И также сразу я добавляю щепотку лимонной кислоты. Так белки будут более устойчивыми. И кислинка уберет приторную сладость десерта. Хорошо взбиваю белки в крепкие пики. Венчики миксера обязательно должны быть чистыми и сухими. Я не буду одновременно варить сироп и взбивать белки. Просто сейчас взобью белки, а затем сварю сироп. С белками за то время, пока варится сироп, ничего не случится. Отставляю белки в сторону. Сотейник с сахарным сиропом поставил на плиту и варю его до температуры 110 градусов при постоянном помешивании, так как агар-агар прилипает ко дну. Если у вас нет термометра, тогда сахарный сироп надо варить до того момента, как с лопатки будет тянуться такая непрерывная сахарная нить. Ее можно растянуть довольно длинной. Также постараюсь вас сориентировать по времени. Засекаю время с момента закипания сиропа. Варю сироп на огне чуть выше среднего. Как видите, он достаточно высоко поднимается, поэтому обязательно используем кастрюлю с высокими бортиками. Первоначальное активное кипение такое прошло, и теперь продолжаем варить сироп. Сироп постепенно меняет свою структуру. Посмотрите, он становится вот такой более тягучий. Капли очень медленно стекают с ложки и пузыри медленно лопаются. 110 градусов. Сироп выключаю. И теперь я хочу просто вам показать. Обратите внимание, вот сейчас я сироп уже приподняла от плиты. Вот такая получается тягучая нить. Она вот так стекает, и ее можно растянуть. Вот она такая тонкая получается. Я надеюсь, на камеру видно, что вот так нить растягивается очень тонко и длинно. Всего сироп я варила 11 минут после закипания.
Тонкой струйкой горячий сироп я вливаю во взбитые белки и хорошо перемешиваю. С дна кастрюли я ничего не вышкрябываю, просто выливаю сироп до конца, пока он льется. И теперь продолжаю все перемешивать примерно минут 5. За это время масса должна немного остыть. Не добавляйте в горячие белки с сиропом масляный крем. Как видите, масса у меня уже начинает вот так загустевать, она такая пышная. И теперь понемногу в нее добавляю масляный крем небольшими порциями и перемешиваю. При добавлении жира в белки они немного становятся более жидкими. Добавляю весь оставшийся масляный крем и перемешиваю. Все готово. Теперь действуем очень быстро. Все надо быстро перелить в форму. Масса застывает при температуре 40 градусов. Поэтому вот так вот быстренько разровняли ее. Отправляю птичье молоко в холодильник примерно на час-полтора, чтобы масса хорошо стабилизировалась и застыла. Десерт хорошо застыл, извлекаю его из формы. Вот такая красота получается. Если вы хотите, чтобы конфеты были потолще, значит берите форму меньшего размера. Разрезаю все на кусочки, на отдельные конфеты. Посмотрите только, какая замечательная воздушная масса получается. Это невероятно вкусно. У меня получаются вот такие конфетки. И, конечно, конфеты птичье молоко надо либо покрыть шоколадной глазурью, либо обвалять в какао-порошке. Заготовочки обваливаю в какао. Я вас уверяю, такие конфеты не идут ни в какое сравнение с магазинными. Они намного вкуснее. Попробуйте их один раз и будете готовить постоянно. Как вы убедились, рецепт очень простой, поэтому вы с легкостью его повторите. Кстати, если вы не хотите конфеты присыпать какао, вы можете просто оставить их белыми. Так тоже получается очень вкусно. Такие нежные, буквально тают во рту. Эти конфеты просто сама нежность. Как я уже сказала, они тают во рту. Рекомендую их приготовить и попробовать. Уверена, больше конфеты вы не будете покупать в магазине, потому что домашние в 100 раз вкуснее. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и не забудьте поделиться им с друзьями. И также подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.